Чем она отличается от простого фаленопсиса? Ароматом, красотой цветения. А капризна она или нет, я даже не могу вам определить. Для того, чтобы это понять, нужно рассказать историю этих двух орхидей. Добрый день, друзья! Сегодняшнее видео начну, наверное, с хорошей новости для ростовчан и жителей Ростовской области, любителей орхидей. К нам в конце декабря приезжает Александра Красина на выставку в парке Черевичкино. Она будет с 22 по 24 декабря. И если вы хотите приобрести орхидеи, вы можете сделать предварительно заказ. Ссылки на контакты Александры я оставлю в описании под видео. И прийти уже получить те орхидеи, которые для вас интересны. Потому что сейчас пересылка по почте уже закончилась. Прохладно. А у нас даже холодно. -1, а по области, наверное, еще холоднее. И посылки с орхидеями не присылают. А вот забрать орхидеи непосредственно на выставке, заказав предварительно, это сейчас стало реальностью. Мы с Александрой задумали еще и мастер-класс, но об этом я скажу чуть позже, потому что мы не решили, в какой день мы этот мастер-класс будем снимать. И если вы попадете в это время, то можете задать свои вопросы мне и Александре. Об этом я скажу дополнительно в следующих видео. А сегодня меня очень просили рассказать про орхидею Леодора. Я про эти орхидеи уже, конечно же, рассказывала. И у меня было 2 орхидеи Леодора, но одну я сейчас уже подарила. Чем она отличается от простого фаленопсиса? Ароматом, красотой цветения. А капризна она или нет, я даже не могу вам определить. Для того, чтобы это понять, нужно рассказать историю этих двух орхидей. История давняя, лет 6 назад, когда был бум, когда невозможно было Леодора купить взрослую орхидею, и продавали только маленькие орхидейки размером 1,7. Я не люблю, а уж 6 лет назад тем более не любила заказывать орхидеи по почте, но у нас есть продавцы, которые заказывали эти орхидеи и распространяли в Ростове, может быть, высылали еще куда-то, но мне было проще прийти в определенное место и забрать орхидею. И я заказала такую орхидею недалеко совершенно от дома, тут 15 минут ходьбы. Оплатила, пришла, забрала и понимаю, что это настолько, как бы сказать, чахлое растение, но такое маленькое, такое крохотное, такое нежное. И корней нет, и ничего нет, там один какой-то корешочек, и все. В общем, расстроилась, но раз заказала, значит забрала. Ну, увидела второе такое же объявление в Ростове. Значительно дальше от меня это все находилось, забрала еще одно растение, и примерно в таком же состоянии. То есть получила 2 задохлика. И с этими маленькими орхидейками я нянчилась очень долго. Одна орхидея вообще сбросила корни, и как я их наращивала, это даже уму непостижимо. Это было долго. Но одна орхидея как-то сразу пошла в рост, у нее какой-то был потенциал, она росла, отращивала листики, каким-то образом растила корни, но я и тогда стимуляторов не применяла. А вот вторая, боже мой, как я с ней долго возилась. Но через год все равно она пустила корни, я сделала посадки и начала за ними наблюдать. Так вот, одна росла активно,
а вторая находилась в таком же, ну, не в пограничном состоянии, что она собиралась погибнуть. Нет, но она просто не росла. Вот не росла, и все. У нее там есть 4 листа, и тишина. Так вот, первая орхидея, она даже уже зацвела 3,5 года назад. И вот видео, которое я показывала, первая Элеодора, там, кстати, есть и одна, и вторая орхидея, вот это было цветение первой орхидеи. Ой, и клещи на них нападали, и чего только с ними не происходило. И я их и лечила, и, ну, в общем, танцы с бубнами еще те. Но так хотелось такую орхидею, поэтому всем я этим занималась. Зацвела первая орхидея, вторая маленькая. Орхидея цветет, выпускает цветонос, сразу выпускает второй цветонос после первого цветения. И, о ужас, она погибает. То есть погибает в каком смысле? У нее начинают отваливаться нижние листья. И она превращается в малышку, которая у меня вторая орхидея. Вот я на них смотрю, они опять одинаковые. И что бы вы думали? Вторая орхидея в этот момент, когда первая погибает, ну, я уже, наверное, вас запутала, вторая орхидея начинает активно расти. И вот эта, которая стоит сейчас у меня, это вторая орхидея, которая долго-долго думала, и вдруг пошла в активный рост, и буквально через год зацвела, и цветет теперь без перерыва. Правда, видите, какие у нее листья? Какие-то корявые растут все время. Хотя я не пользуюсь никакими стимуляторами, никакими гормонами, но листья все равно растут вот такие кривые. У Элеодоры револьверное цветение. Вот видите, у меня здесь 2 цветоноса. Выпускает она сначала 3-4 цветка. Как только они отцветают, вот сейчас я поверну, и здесь будет видно, она продолжает наращивать цветонос и еще 3-4 цветочка. На втором цветоносе, вот видите, я не обрезаю Элеодора цветонос, потому что все может быть. Почка вот эта не засохшая, и может продолжиться цветение. У Элеодоры жду, когда она сама начинает засушивать цветонос, тогда я его обрезаю до первой живой почки. Вот видите, здесь пока 2 цветоноса. Элеодора очень любит заваливаться на бок. Вот она ровно никогда не растет. Ей всегда хочется лечь. Как бы я ее не пересаживала и не старалась выровнять, все равно есть наклон. Они ампельные, поэтому хочется лечь и расти листьями вниз. Ну, вот такие бывают орхидейки. И вот еще у меня есть тетрапсис грин, по-моему. И это тоже из той же серии. Вот видите, весь на боку. И даже у меня подставлен здесь пенопласт для того, чтобы совсем за горшок не упала орхидея. И точно такое же револьверное цветение. И, кстати, эту орхидею я в прошлом году уценкой покупала у Александры Красиной. Я вам про нее много рассказывала, мы и пересаживали эту орхидейку вместе. Она очень долго росла в маховом стакане, потом я ее пересадила, выпустила цветонос и все время доращивает бутоны. Но что я заметила? Они чем-то похожи, эти 2 орхидеи. Доращивает 1-2 бутончика. Когда Элеодора была молоденькая, то цветение было очень недолгим. Но где-то месяца 2 сбрасывается цветок и наращивается новый бутон. Вот здесь сейчас происходит то же самое. Но цветет она даже не месяца 2, а недели 3 сбрасывает распустившийся цветок и доращивает бутоны. Но пока она цветет, конечно, корни
не растут. Хотя есть здесь маленькие-маленькие корешки. И в горшке есть маленькие корни. Но орхидея в прекрасном тургоре. И мне кажется, что вот будет то же самое, что происходило с Леодора. Мне просто жалко отрезать цветонос. Когда она нацветется, когда закончится ее цветение, мне кажется, что она тоже будет активно расти. Вот похожие орхидеи, и у тетрапсиса есть тоже тонкий аромат. У Леодора аромат более насыщенный, цветочный, более сильный. Ну а что говорить, как красиво выглядит цветок, по-моему, даже здесь и говорить-то нечего. Красота да и только. Чуть-чуть становится бледнее при длительном цветении. И если обобщить все, что я сказала, мне кажется, что Леодора такие сильные орхидеи, что сами себя возрождают буквально из пепла. Вот у меня получилось так. Конечно, я не способствую их загниванию или обильному или частому поливу. Да, она больше требует воды, чем все остальные фаленопсисы, но я поливаю ее так же, как и все остальные цветы. Не по графику, а по мере просыхания корней. Единственное, что бы я сейчас поменяла в посадке, я бы сделала посадку кора плюс керамзит, чтобы дольше, чуть дольше сохранялась влага. Хотя она у меня посажена с циафлорой. Тоже сохраняется влага в посадке и очень любит удобрения. И тогда активно цветет. Так что мне кажется, что это совершенно несложная орхидея. Ее цветение доставляет большое удовольствие. Если есть возможность, приобретите. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.